Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Вторая половина ноября, в конце каждого года, необычное время. Если у вас есть страница в Instagram, если вы умеете делать фотографии на телефон, на фотоаппарат или каким-либо другим способом, то у вас вполне приличный шанс получить что-то вкусненькое с опасной бритвы РФ. Как? Дмитрий вам все объяснит. Всем привет! Интернет-магазин опаснаябритва.рф специально для подписчиков канала Home Life разыгрывает 3 крутых аксессуара для бритья. Для того, чтобы принять участие в этом конкурсе, вам необходимо опубликовать фотографию ваших бритвенных принадлежностей в социальной сети Instagram и сделать подпись «Почему вам нравится классическое бритье». Обязательно используйте хэштег опаснаябритва.рф. Правильный хэштег вы найдете в подписи к этому видео, как и ссылки на разыгрываемые призы. Победителей будет 3, мы опубликуем их до конца ноября здесь же на канале Home Like. Если у вас есть вопросы по этому конкурсу, обязательно задайте их в комментариях к этому видео. Поставьте лайк и подпишитесь на канал Вадима. Всем удачи! Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Бритье, бритье, бритье. Сегодня будет просто фантастический, бомбический обзор, потому что благодаря Сергею Коняхину, город Чита, я смогу вам показать тот станок, который выпускался всего лишь 40 лет. 40 лет. А потом перестал. Знаете почему? Потому что пришел дедушка Жилет, сказал а-та-та и сделал вот так. И перестали выпускать. Но, тем не менее, до сих пор их еще можно взять. Плюс, я вам сегодня покажу в работе первый мой в жизни помазок из барсука. Не простого, а высокогорного. И поговорим с вами на эту тему, где там, что, как, собаки порылись. Ну и плюс ко всему тут маленечко мое испыталово, потому что Home Like продолжает работать и в сторону мыла, и в сторону автошейвов. Короче, что я вас держу? Вы на крупный план, а я начинаю. Догоняйте. Это гейм, парни. Это не то, что будет сегодня на обзоре, это то, чем мы брились в прошлом обзоре. Впечатления остались у меня самые-самые-самые радужные. Потому что бритье этим станком, оно вызвало просто шок. Я не ожидал, что этот инструмент может так побрить. Потому что на самом деле настолько мягко, настолько информативно. На самом деле просто восторг, без комментариев. Я брился и мурлыкал как котенок, несмотря на то, что впервые держал этот инструмент в руках. И до сих пор еще удивлен, что вот такие вот вещи можно на сегодняшний день достать не только за 35 баксов, как сказал я, а как ребята в комментариях говорили, да они еще и дешевле бывает. Кто-то там из парней за 10 достал. Да, поискать можно и за 10, и за 15, и за 20 такой инструмент можно найти. Поэтому у меня просто очень хорошее настроение, когда я смотрю на него, потому что для тех людей, кому это интересно, для страждущих, до сих пор не закрыт путь найти этот станок и бриться с таким же комфортом, как побрился я на прошлом обзоре. Вещь, великолепная вещь. Еще раз спасибо Сергею, город Чита, за то, что он предоставил возможность самому попробовать вам показать вот такую интересную штуку на сегодня. Сегодня у нас будут другие станки из его коллекции. А называются они Autostrop Wallet Razors. По конструкции их порядка где-то 10 типов. И выпускались они тоже ограниченное время, всего лишь около 40 лет. Это та самая компания, те самые станки, которые в определенной степени составили конкуренцию дедушке Жилету. И в конце концов он с ними разобрался, поглотил. Но определенное время они все-таки под ногами у него болтались и кровушку-то портили, пили. И вот сегодня, опять же благодаря Сергею, из города Чита, я смогу вам показать, как бреют и как работают эти станки. Всю историю, всю подноготную и все вот эти вот фишки, которые можно найти на эту тему, я вам рассказывать не буду, потому что это очень много. Но под видео оставлю ссылки, которые опять же предоставил Сергей, и на американский форум барсуков, и видео наших ребят винтажные бритвы, которые подробно рассказывают, показывают, объясняют. Всем, кому интересно, сможете спокойно под видео пройти по ссылкам и удовлетворить свое любопытство. А сегодня осталось решить, каким из этих двух мы побреемся. В этот валет можно вставить вот такое вот лезвие, которое Сергей сам обрезал. К сожалению, другие сюда не подойдут. А вот в этот валет можно поставить вот такое лезвие, которое выпускается до сегодняшнего дня. Давайте, знаете что, давайте, наверное,
простых путей не ищем. Вот с наиболее сложного для меня, во всяком случае, начнем, потому что я до сих пор не представляю, как тут правильно, как неправильно вставлять. Не, ну, конечно, можно было бы прикинуться золотой звезды туфелькой, до обзора натренироваться, ну а потом бамс и вам все показать. Но это же будет неправильно. Потому что если, допустим, кто-то поведется и приобретет себе такой станок, он сам будет тыркаться, пыркаться и искать. Так что вот давайте вместе с вами этот путь и пройдем. Пускай будет сегодня этот. Ну, не такой уж я бедный несчастный, потому что Сергей там мне все-таки помогал, подсказывал и объяснял со своей точки зрения, где тут, что тут, как тут, куда тут. И как-то уже немного, я уже тут хотя бы чуть-чуть пристрелочно уже посмотрел. Ну, давайте вначале, наверное, начнем с общего обзора станка, как он выглядит. Я тут половину не вижу, но надеюсь, в экране вы-то рассмотрите. Это Wallet AutoStro Brothers. Вот здесь вот надпись. С этой стороны у нас вот эти вот все ролики, держатели. Ручка не выкручивается. А, нет, выкручивается. Это на том, видать, не выкручивается. Вот. И, кстати, это еще одна боль-печаль, потому что многим ребятам хотелось бы сюда другую ручку на этот станок поставить, а резьба, посмотрите, какая. И они не могут заменить. Поэтому вот, и никто ручки вот так вот сейчас не делает, потому что, ну, сами понимаете, это же уникум. С обратной стороны у нас тоже есть надпись. Блин, а я сейчас большой глаз все-таки возьму. Ну, в некоторой степени, конечно, большой глаз помог, но всю надпись тут прочитать не удастся, потому что здесь, скорее всего, она наносилась до того, как вот эта вот вещь запрессовывалась на этой станине. Поэтому слова patented и April чего-то там, да, можно разглядеть, а дальше уже просто мрак. Давайте вернем ручку на место. Тырц. Рычаг. Для чего служит здесь рычаг, я, честно сказать, до конца-то не разобрался, потому что, смотрите, если его опустить, то вот гребенка поднимается вверх, а если его поднять, ну здесь поднять, то он становится в рабочее положение, но вот на вращение вот это никак не влияет. Кстати, смотрите, здесь у нас еще и с обратной стороны надпись есть. AutoStro Safety Brothers, New York, USA. Вставлять лезвие, судя по тому, как вот здесь вот загибается пластина, наверное, все-таки будем здесь. И косвенная информация от Сергея, что сюда вставляется именно вот это лезвие, которое он обрезал, это подтверждает. Так, давайте попробуем. Да, гемовское лезвие. Посмотрите, как он его аккуратно обрезал. Попробуем сейчас ставить. Это самый сложный вариант, потому что в следующий станок он вставляется, судя по всему, легче. Так, пробуем. Так. Что-то мне хочется что-то такое взять. Ну, вот, например, вот такое. Чтобы пальчонками не рисковать. Вот. Ровненько. Ну-ка, вы как считаете? Почти. Еще чуть-чуть надо поддавить. Вот так вот. А теперь вот так вот. Ну, можно сказать, что практически хорошо. Так, это что тут такое? Ну и что мы имеем? Нифига не понял, почему оно, что так и брить, что ли? Вот оно, все, ребят. Ну вот видите, одна голова хорошо, а 3000-то оно лучше. Смотрите, после того, вот как вот смотрите, мы с вами лезвие поставили, да, и казалось бы, все, иди брейся, смотрите, тут прямая хорошая вот такая, и все нормально, все хорошо, но это вращается. Вы же понимаете, что во время бритья это не должно быть. Поэтому, если мы опускаем вот здесь вот рычаг, тырц, мы приводим его в рабочее положение. Все, эта штука прекращает вращаться, она становится как копаная. Вот для чего рычаг. Ну,
Победили? Победили. Вот этой красотой сегодня и побреемся. А поможет нам сегодня помазок из высокогорного барсука, который появился на канале благодаря Александру, город Тольятти. Как он, собственно, появился? У Александра есть друзья в Китае, и вот они как-то раз ему узел такой необычный подогнали. Когда он взял его в руки, он удивился, потому что отличия разительные. На самом деле, ребята, разительные. Сейчас вот возьмите каждый из вас просто рукой, коснитесь ваших волос, поднесите руку к лицу и потрогайте. Так, ну ладно. Вы же понимаете, что они отличаются от того, что мы иногда видим на улице. То есть вот женщина, которая не раз, не два, может быть и не 5, и не 10 красится в брюнетку там, или в блондинку, и какие у них волосы. То же самое происходит с помазками, когда компании, которые выпускают эти узлы, они их, кто-то красит, кто-то отбеливает. Но отбеливает понятно для чего. Это чтобы запах барсука убрать, вот запах псины. И волосы у них чуть-чуть такие суховатые становятся. Этого нельзя сказать об этом узле. Волос живой, волос гладкий, волос великолепный. Я его уже промыл, я уже работал с ним по пене, я уже наносил на лицо. Впечатления, конечно же, первые есть. Но все-таки сейчас мы пойдем с ним побреемся и еще раз посмотрим, как оно, что и куда. Несмотря на то, что узел пришел с Китая к Александру, ручку поставил Василий из города Тольятти. Ну, наверняка вы все узнали его работу, потому что как делает ручки для помазков Василий, ну, у нас в России, я не знаю, я больше таких людей не видел. Обязательно оставлю ссылку на его группу в ВК. Всем, кому интересно, обратитесь, пожалуйста, если вам это нужно. И пожалуйста, вот разговаривайте с Василием, возможно, он и вам сможет помочь. Но от этой ручки я просто впечатлен, она меня покорила. Очень удачная, очень приятная, очень эргономичная, сделана из капа березы. Ну, просто знаете, что вот что доктор прописал в руку, вписывается, работать, держать легко. И соотношение, если высота узла 55, а ручки 66, то это практически уже помазок и не только для лица, но и для чаши. Ну и да, диаметр узла. Наружный 27,3. Но я подозреваю, что внутренний, скорее всего, будет где-то в районе 24-25, как-то так. Ну и фишка от Василия, конечно же. Он ставит вот такую плямбочку на все свои работы Бритта, что очень-очень-очень нравится, импонирует. Вот. Ну, за мыло и автошею вам сегодня рассказывать много не буду, потому что мы до сих пор еще в поиске, до сих пор еще экспериментируем. Сегодня хочу испытать экспериментальные образцы как мыла, так и автошеев. Один на 0 градусов, другой на 18 оборотов. Вот сегодня этими штуками и побреемся. Все, пошли бриться. Берем эту красоту неземную. Ребята, первое, что я ощутил, когда я взял в руки этот помазок, это его живой ворс. Когда берешь, ощущаешь, ну и ты чувствуешь, что это не пережженный, ну, скажем так, вот он не сухой, не сухой. Вы когда смотрите на человека с крашенными, на женщин с крашенными волосами, и вы видите, что волос какой-то суховатый такой, здесь этого нет и в помине. Ну и, конечно же, все в сборе. То есть ручка достаточно длинная, узел чуть покороче. Вот сейчас вот этой штукой будем работать. Хорошо. Мыло с запахом табака и ванили. Ну вот сейчас посмотрим, как оно на лице отобразится, потому что из пакетика-то пахло хорошо. Ну что, дядя Валет, не зарежешь? Поехали. Вы будете смеяться, но 4-дневная щетина уходит, я ее даже не ощущаю. Вообще просто.
Ну, Сергей меня предупреждал, что это несколько пожестче будет, но пока я этого не чувствую. На удивление, махом. Вы знаете, за барсука я не могу сказать, что высокогорный, блин, пацаны, бросайте все высокогорный. Вот нет. Но интересно, интересно и сильно отличается от того, что было раньше. Ну прям как-то интересно.
Мгм. Ну вот, собственно, и все. Теперь компресс, массаж и вернисаж. Ну что, так-то ничего, да? Хотя, знаете, вот когда ты бреешься, ну ты же внутри что-то у тебя там такое, да, вот такое, знаете. А вот в этот раз что-то как-то так спокойно. Спокойно прям. Ну ладно, что, ну побрился и побрился. Так, 18%, наверное, сейчас забабашу. Так, посмотрим, что из этого выйдет. Интересно. Да. Ну, парни, попутный вопрос. Вот смотрите, как вы к этому относитесь. К примеру, у нас одно из условий, это, кроме хорошего ароматики, это и номер 1, и номер 2, ну вообще. Ну, потому что будет шибко какое-то уходовое, да, а пахнет так себе. Ну, кому оно надо? Ты будешь его покупать? Я думаю, что нет. А вот с ароматом тут ладно, я разобрался, а вот уходовые здесь напичканы по самое не балуй. Так вот, если у вас стоит такой флакон, и он вот такого цвета, и по мере того, как он будет стоять, здесь чуть-чуть будет появляться такой, знаете, белого цвета, как бы осадок выпадать. Но, естественно, перед употреблением встряхивать, а потом обратно все это. Ну, вот, то есть, как вы к этому относитесь? Насколько для вас это критично? Насколько это а-та-та или это нормально? Лично для меня нормально. Я прекрасно понимаю, что если это надо, перед употреблением я могу и это встряхнуть. Вот. Вот. Ой, как интересно. Фух, да это 5. Ребята, понимаете, здесь очень интересно замешана цитрусовая нота с древесной. Вот поначалу, если это был конгломерат, и явственно было, что это сочетается и цитрус, и древесное, и как-то это необычно было слышать, во-первых. Во-вторых, ну это было гармонично. А сейчас цитрус куда-то вдрыснул, ну то есть его нет. И вот этот, знаете, древесный фон, ух. Я даже не знаю, как его определить, но вот так только что, разве что, пожалуй, вот можно вот определить. Ой, как. Я бы и дышал этим запахом. Пускай он не такой многомерный, как какие-то там фирменные, но какой же он вкусный. Ладно, это зачет. Посмотрим сейчас, как он быстро с лица уйдет. Влага уже высохла, перешло в липкость. Липкость тоже уже подсыхает. 2-3 минуты максимум, который мы можем дать. Итак, помазок. Ребят, сам для себя каких-то особых таких бум, и я не ощутил. Да, хорош, реально хорош. Поспорить с многими из этих ребят. Но две вещи, которые его отличают в первую очередь от дорогих позиций. Ну вот, к примеру, вот самое дорогое, что есть в этой коллекции, да? Если вот так вот взять, ну ты где? Ну ты чё? Ну, мили брать не буду. Несмотря на то, что он, да, стоит дорого, но по сути это все-таки здесь помазок достаточно необычный, потому что здесь узел нормальный. Вот поменять здесь ручку, и он стоил бы в 2 раза дешевле. То есть здесь ручка перевешивает, поэтому, наверное, его сюда притягивать не буду. Но если мы берем, допустим, Яков, а что-то дорогое, тот же самый, допустим, Кент и тот же самый Шавемак, то ну, они отличаются ворсом. Здесь ворс чуть подсуше. Такой, знаете, как будто, ну, вот, да. А там живой, там живой. Первая особенность, вторая особенность. В работе он более мощный. То есть плотность набивки такая более серьезная. Но опять же, видите, это плотность набивки.
В остальном я каких-то таких разительных, вот прям, знаете, стопроцентных отличий от всех предыдущих не увидел, кроме тех тактильных, которые уже описал. Но стоимость таких узлов, она, ребята, намного выше, чем Silvertip. Там, ну, процентов может быть на 20-30, если не больше. Поэтому сейчас вот пытаюсь все это в голове устаканить, еще буду бриться этим по мазкам, еще буду пытаться разобраться. Ну и с вашей помощью, потому что, вот, допустим, то, к чему мы с Александром пришли, китайцы все-таки настаивают, что это не какой-то там высокогорный барсук, которого в 5 скалах загоняли и все-таки поймали. Нет, это именно участок на шкурке. И вот даже схему свою привезли, ну, привели, и Александр дал ее мне, я ее показываю вам. Вот именно в этом месте, говорят китайцы, и берется вот этот ворс для вот таких вот помазков. Прошу помощь зала. Вот кто что на эту тему думает. Пока, да, хорош, но насколько хорош, буду разбираться, потому что, ну, если, допустим, 200 евро, да, а добавить тут еще процентов 30, потому что 270 евро, что-то пока для меня это космические цифры. Ну, хорош. Auto Wallet, Autostrop Wallet. Ну вот если так коротко, без прикрас, то вот, допустим, как попробовал гем, меня там, как знаете, как под хвост соли насыпали, я так там свербил аж. Хлопцы, блин, бегите чемоданами гема скупайте, вещь, о, классно, бреет. Ну вот такой настрой был, я этого не говорил, но такой настрой был. Ну а тут как-то, ну побрился. Комфорт был меньше, чем на геме. Удобство, бритье. Не, ну бреет-то хорошо, что тут скажешь. Но к нему приноравливаться нужно, потому что он несколько другой. По-другому тут все устроено. На многих валетах, даже на плате стоит пропечатка, ну, на той пластине, на которую вы будете укладывать лезвие, с такими шипиками, и что если вы ставите родное лезвие, вы можете установить его только в этом положении, только этой стороной. Если вы вдруг забудетесь, перевернете, то у вас нифига не получится. С чем это связано, я не знаю. Вероятно, с тем, что все-таки это автостроп, то есть вставляется стропа, и так тынь, и вы вроде как правите лезвие, чтобы это было всегда в одном и том же положении. Может быть, я не знаю. Но опять же, видите, сейчас вот, допустим, лезвие достать для этих станков несколько гораздо более проблематичнее, чем для гемов. Для гемов-то все-таки худо-бедно еще есть, а для этих где брать? Вот так же, как Сергей, выеживаться, обрезать лезвие. Ладно, хорошо, парень в теме, у него руки не из жопы, он может себе обрезать лезвие. Как бы и я себе это лезвие резал, вот заморочься на эту тему. Чем? Ножницами по металлу? Кухонными ножницами? Болгаркой? Чем? Я даже сейчас не знаю, чем бы я резал. Поэтому нет, наверное. При всем моем уважении к седой старине, я, наверное, все-таки больше за гемов, чем за валетов. Валеты, возможно, я его не распробовал. Еще вторым будем бриться. Но все-таки пока валеты гемов не победили. Да и побрился я гемом-то покруче, я вам скажу, ребят. Возможно, руки-крюки, возможно, я не привык с первого раза. Но вот гем, как, знаете, как вода в сухую землю. Здравствуй, батяня! Сколько лет, сколько лет. Вот такое что-то было. А здесь как-то так, здрасте, я тут постою в сторонке. Не, вы брейтесь, я вот тут постою, посмотрю, что вы тут маетесь. Вот что-то вот такое. Так что вот как-то так. Кому интересно, обязательно загляните под ссылки, под видео на ссылки, потому что там будет очень много информации вот на эту валетную тему, включая видео наших хлопцев. 2. Это винтажные бритвы. Не знаю, как парня зовут, к сожалению, но видно, что человек увлеченный. Я оставлю 2 ссылки на 2 его видео, где он очень много интересного рассказывает обо всем этом. Судя по всему, хлопец с Украины, потому что по тем характерным ейный, чейный, мойный, ихний, ну наш родной человек, то есть опять же тоже наша, то есть Украина. Ну а буржуин, у буржуина первая часть мне не дала ничего вообще. Мало того, что он там что-то не по-нашему, хотя можно субтитры включить, но плюс у него там еще расфокус был постоянный. Но вторая часть его видео, ребята, она может быть чрезвычайно полезна, потому что там он приводит все те лезвия, которые до сих пор еще для валетов можно взять.
Вот если с этой стороны оценивать, то да, это было бы тоже интересно. Ну и, конечно же, очень мощный печатный материал с барсуков, с баджеров, с Америки. Там один товарищ, к сожалению, забыл его имя, сейчас оно где-то тут выскочит. Ух, блин, наваял. Он там все по полочкам, там тын-тын-тын-тын-тын. Эту ссылку вы тоже найдете в описании под видео. Ну и еще раз хочу сказать спасибо Сергею Чита. Еще раз хочу сказать спасибо Александру и Василию. Спасибо, ребята. Спасибо. Тольятти. Спасибо огромное. И если бы не вы, я бы не смог всего этого ничего показать. Все, высохло. Первозданно, нормально, хорошо. Зашибись, короче, по-нашему. Разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай всегда все будет хорошо. Ну и до следующего бритья. Пока-пока.